Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с новыми ниточками и с новым узорчиком. Сразу же хочу акцентировать ваше внимание. Узорчики универсальны, подходят под любую пряжу, поэтому вы берете свою пряжу, подбираете под нее крючок, чтобы у вас все получилось. А я показываю в свою очередь пряжу, на которой я буду сегодня делать образец. Итак, ниточки называются, смотрите, Alize Baby Wool, видите? Вот, Alize Baby Wool. Дальше смотрим, кому цвет интересный, 19, расскажу остальные цвета. Смотрим дальше, получается, это у нас 40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук. В 50 граммах находится 175 метров пряжи. И нам советует производитель, вот смотрим, берем крючок от единички до троечки, чтобы у вас все получилось. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания, в зависимости от узорчика. Данный розовый цвет, кому понравился, на камеру передается такой же. Это цвет 185, ну и беленький получается цвет. Вот он, цвет номер 55. Я беру крючок номер 3, потому что я данную пряжу вязала крючком номер 3. И вы подбираете точно так же, читаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Начну я такой синенькой, с голубенькой ниточки. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Давайте я наберу, получается, 30 воздушных петелек и еще одна воздушная петелька для того, чтобы узорчик ровно закончился. То есть итого 31 воздушная петелька, но вы набираете сколько вам удобно. Итак, для начала, как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А вот теперь начинаем набирать петельки, 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Как и у многих узорчиков, особенно новичкам, советую сделать вспомогательный ряд, чтобы не запутались в воздушных петельках. Мы сделаем ряд столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид в следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. И так далее. Ныряем в каждую петельку нашей цепочки, провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество столбиков вы должны провязать ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть, если я набрала 31 воздушную петельку, у меня должно получиться 31 столбик с накидом, у вас, соответственно, количество ваших петелек. Смотрите. Первые 3 петельки, которые мы набрали подъема, да, это тоже имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте наберем до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. И когда я провязывала последний столбик, я решила поменять ниточку, то есть ввести новый цвет в вязание. Если вы умеете это делать, то вводите, и кто не умеет, смотрите. Последние 2 петельки последнего столбика мы провязываем новой ниточкой, вот таким вот образом. И у нас, видите, ряд еще закончился голубой ниточкой, но в процессе вязания уже есть розовенькая. Далее по узорчику мне необходимо будет сделать одну воздушную петельку, так. Подтягиваю, получается, розовенькую, подтягиваю голубенькую, поворот. И сюда же, в верхушку этого столбика, я ныряю и провязываю столбик без накида. Есть. Далее смотрите, накид. Сюда же, в верхушку этого столбика нырнула, вытянула ниточку. У меня 3 петельки на крючке, и я их провяжу сразу же, все вместе. Оп, это полустолбик, называется с накидом. Теперь накид. Сюда же, опять же, возвращаюсь в этот же столбик. Вытягиваю ниточку и провязываю уже полноценный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? То есть получается у меня как бы вот так вот поднимается. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом. Далее смотрите. Я пропускаю 2 столбика. Раз, два. В третий ныряю и провязываю точно так же. Столбик без накида.
Накид. Сюда же опять возвращаясь, провязываю. Вытягиваю ниточку, провязываю 3 петельки вместе. Полустолбик с накидом. И далее накид. Сюда же возвращаясь, ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Видите, да? Он как бы так вот поднимается. Опять пропускаю 2 столбика. Раз, два. В третий столбик. Столбик без накида. Сюда же полустолбик с накидом. Сюда же столбик, полностью столбик с накидом. Раз, два. Пропустила. Опять то же самое. Столбик без накида. Накид. Полустолбик с накидом. 3 петельки вместе. Накид. Столбик с накидом. По 2 петельки. Поняли, да? И вот так вот провязывайте до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте, в конце ряда я вас встречаю. Вы справитесь. Давайте. Так, смотрите. Вот мы закончили наши веерочки вязать. Все ровненько, аккуратненько. И смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. Вот 2 столбика опять пропускаем. И в третий, вернее, 3 петельки подъема, да, в третью петельку нырнули. Вытянули ниточку. И провязываем здесь столбик без накида. Но я хочу здесь поменять ниточку. Только лишь для того, чтобы на контрасте показать вам прелесть узорчика. Итак, 2 последние петельки я провязываю новым цветом. Ряд закончился розовым, но в процессе вязания уже есть беленькая ниточка. Воздушная петелька. Подтянули розовую ниточку. Поворот. Смотрите. Сюда же в верхушку этого столбика вот ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее накид. Сюда же опять нырнули. Видно, да, что розовый столбик. Ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем полустолбик с накидом. То есть 3 петельки вместе. Оп. Теперь накид. И смотрите, мы ныряем не в розовый, получается, сейчас столбик, а опускаемся ниже и ныряем в синенький столбик, стоящий под, да, и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Далее накид. Сюда же опять в розовый столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем 3 петельки вместе. Полустолбик с накидом. А теперь накид. И мы, смотрите, не в розовый столбик ныряем, а ныряем ниже стоящий голубой. Вот. Понятно? Вот сюда. Оп. Нырнули. И вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Поняли? Когда узорчик вырастет, будет видно и понятно. Идем дальше. Опять перепрыгиваем наши столбик с накидом, полустолбик, столбик без накида. Вот он. Нырнули, провязали столбик без накида. Накид. Сюда же нырнули, провязали полустолбик с накидом. Оп. Накид. А теперь опускаемся ниже. Не в розовый, а ниже, в голубой ряд. Видите? Вот. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Вот такая картина получается. Несложно, согласитесь, да? Еще раз. Перепрыгнули в столбик без накида. Розовый. Провязываем столбик без накида. Полустолбик с накидом. И столбик с накидом опускаемся ниже, в голубой ряд. Поняли? И провязываем столбик с накидом. Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Так, смотрите, вот мы провязали наш беленький ряд. Все ровненько, аккуратненько. Вот так выглядит с другой стороны. И смотрите, теперь я хочу опять переключиться на новую ниточку. То есть я заканчиваю ряд, вот, в столбик без накида предыдущего ряда. Ввожу крючок, вытягиваю ниточку и возвращаюсь к голубой ниточке. Вы можете провязывать вообще все одним цветом. Я просто показываю именно, чтобы не запутались в узорчике. Вы можете 2 цвета, 4, 5, 10 цветов делать. Итак, провязываем столбик без накида, подтянули беленькую ниточку, воздушная петелька, поворот, сюда же ныряем, провязываем столбик без накида, накид, сюда же ныряем, провязываем полустолбик с накидом, накид, ныряем не в беленький ряд получается, а в розовый, нырнули и провязали столбик с накидом. Понятно? Опять перепрыгнули до столбика без накида и точно так же провязываем столбик без накида, полустолбик с накидом и ныряем, получается, вот не в беленький именно ряд, а вот наш, видите, вот он розовенький, вот сюда нырнули и провязали столбик с накидом. То есть по идее, видите, узорчик состоит всего лишь из одного ряда и все, ничего сложного. Один ряд
и шагаете дальше. Столбик без накида, полустолбик с накидом и опять, видите, в розовый опускаемся ниже. Оп, столбик с накидом. Как вам? И несложно, да? И получается, конечно, если вы так вот будете разными цветами делать, будет пестренько. Если вы будете делать двумя цветами, одним, так пестренько не будет. Но в любом случае, принцип узорчика вы уже поняли. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Если что, перематывайте чуть назад, повторяйте. Увеличим образец, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот так вот у меня пестренько получается. Сторона лицевая или изнаночная выбирайте сами, потому что, смотрите, они одинаковые с той и с другой стороны. То есть, если у вас будет изделие, оно может быть у вас двустороннее. Узорчик плотненький. Смотрите, я его растягиваю и не видно, да? Дырочек. Вот, смотрите, плотненький. Девчата, кто просил плотненький? Я помню, что писали плотненький для юбочки. Забирайте, как, ну, как вариант, да, как идейку. Возможно, понравится. Не забудьте, что вы можете вязать двумя цветами, вы можете вязать одним цветом, вы можете там, например, 3 ряда одним цветом, 3 ряда другим, либо 2 ряда одним, 2 ряда другим, да. То есть не обязательно делать точно так же, как я, потому что вы большие дизайнеры, у вас свое видение, и у вас так, как вы задумываете, так будет лучше всего. Угу. Вот такая красота. Что, замеряем нашу красоту? Мы, получается, сегодня я у себя здесь набирала 31 воздушную петельку. Ну, допустим, это же пряжа, этот же крючок, моя плотность вязания. То есть у меня сегодня это получается 15 сантиметров. Ну, это получается каждый ряд, да, новый цвет, новый ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядочков. Плотненько друг к дружке они. Это, смотрите, 10 сантиметров. Видите? Все четко, аккуратненько. Необычно, простенько, но в то же время со вкусом, красиво, да, цвета любые, можете и меланжевые брать. Пробуйте, кстати, из любой пряжи с любым составом, да, будь то шерсть, будь то мохер, будь то бамбук, хлопок и так далее. То есть при любой, ну, разной пряже, да, узорчик выглядит по-разному. То есть обязательно пробуйте меланжевую, секционную пряжу, обязательно. Вот, кто вязал данным узорчиком, да, узорчик не новый, пишите, что вязали, что у вас получилось, понравилось ли вам вязать, быстро ли узорчик вяжется, по мне так быстро. Вот, кто не вязал, подбрасывайте идейки в комментарии, да, девчата прочитают, кому-то ваша идейка понравится, и они свяжут что-то интересненькое для себя. Осень или зима, весна, лето, все что угодно можно связать. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.